Путь воина – это путь к абстрактному, где сила ждет намерение и дух. Внутри горит огонь, он рвется к необъятному и обостряет чувство зрения и слух. Сознание лелеет сладко сердце, доступным став для света не времен. В дороге важность, жалость, страхи пропадают, и ты весь мир душой своей влюблен. В преодолении себя сознание возрастает. Путь воина к истине и свету устремлен, где нет границ, где вечность правит миром. Тот, кто в пути, становится святым и силой наделен. Иногда я свои собственные стихи читаю друзьям или каким-либо незнакомым людям в компаниях. И меня спрашивают: ты, собственно говоря, о чем? О чем мои стихи? А я просто смеюсь и, как правило, не говорю ничего. Просто улыбаюсь. Но сегодня я хочу рассказать об этом прямо. Не как поэт, а как путник, делящийся картой местности, которую он исследует. Мои стихи – это не рифмы, это не эзотерика и не философия. Это отчет. Отчет о моей собственной жизни, о пути воина. Что это значит? Это значит, что сегодня мне не 15 годиков, и уже на протяжении больше 45 лет я живу и иду путем воина. И не потому, что я этого хотел или мечтал об этом, а потому что просто так получается. Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас только сильнее. Моя жизнь, вся моя жизнь, это очень странная череда событий, как будто это как какой-то путь к абстрактному. И я с детства вижу и слышу этот мир не как обычные люди, а со странностями. Я слышу тишину, и там, в этой тишине, обитает сила. Не та сила, что ломает стены, а та, что творит миры. И она не слушает моих капризов или слов, или мыслей. Она просто ждет. Ждет и испытывает меня. Причем с детства. Ждет, когда мое намерение станет кристально чистым, а дух непоколебимым, как скала. Вся моя жизнь – это какая-то череда бесконечных битв и испытаний. И, если честно, от которых я изрядно устал. Хочется тишины и покоя. Но нет, жизнь по-прежнему продолжает подкидывать мне испытания. А внутри меня, как внутри, наверное, каждого из нас, горит внутренний огонь. И это не метафора. Это живое пламя моего собственного осознания. Оно рвется. Рвется из моего тела и плоти, из каждой клеточки. Оно хочет свободы, свободы от границы страхов, от этой тесной клетки, которую мы зовем своей собственной личностью, эго. И когда я кормлю этот внутренний огонь своими безупречными поступками, мир вокруг меня меняется. Мои чувства обостряются до предела, и я превращаюсь в зверя. И я не просто вижу этот мир. И я не просто слышу шум города, в котором живу, или природу. Я слышу тишину, свою внутреннюю тишину, в которой она рождается.
мое сознание, этот вечный болтун в голове, что бесконечно болтает, а мысли, как паровозики, бегают в моей голове. Иногда, когда я очень сильно захочу, замолкает и опускается внутрь моего сердца. И сердце становится моим домом. Там очень сладко и тихо. Там нет времени, там нет пространства, там нет ничего. Там находится только моя долгожданная тишина и покой. Когда мой ум замолкает, я становлюсь доступным для света вне времен и начинаю видеть этот мир таким, каким он есть. И в этом новом свете все наносное, моя мнимая важность, жалость к себе, мои страхи просто растворяются, как сон. Они были лишь пылью на зеркале моей души. А когда пыль стираешь, то обнаруживаешь, что безгранично и безусловно влюблен. Влюблен в каждый атом этого мира. Да ты и сам становишься атомом. И это не романтика, а это окончательное внутреннее понимание, что ты дома. И все, что для этого требуется, это просто переступить через самого себя, преодолеть все свои страхи и невозможности. Не для каких-то там рекордов, не для какого-то роста, а для собственного бессмертного духа. Каждый раз, когда я это делаю, на что у меня не хватает духа, или не хватает силы, или не хватает души, мое сознание, как мускул, качается и растет. Он становится больше, объемнее, а мой путь – это как стрела, выпущенная к истине и совету, туда, где нет границ между мной, миром, между мной и небом, между мной и Вселенной, ну и в конце концов между мной и вечностью и бесконечностью. Для многих людей это же странным, и скорее всего меня может понять только тот, кто идет этой же дорогой. Тот, кто не ищет святости, а ищет самого себя. Или путь домой. Тот, кто преодолевает себя каждый день и становится безупречным. Тот, кто достигает своей внутренней пустоты и свободы. Свободы от всего. Ведь именно пустота и свобода делает нас проводником нашей внутренней силы, которой обладает на самом деле каждый из нас. А стихи? А что стихи? Стихи – это просто увлекательное занятие, с помощью которого я описываю свою собственную историю. В детстве перед сном я любил рассказывать сам себе сказки, которые сам же себе и придумывал. И став уже взрослым, просто ничего не изменилось. Я по-прежнему люблю рассказывать сказки. И не кому-то, а исключительно самому себе для своего собственного удовольствия. Только мои сказки – это не теория,
А это описание моей собственной жизни и моей практики, то, чем я занимаюсь каждый день. И абсолютно каждый, кто слышит мои стихи, может это проверить на себе, если, конечно, он решится на эти эксперименты над своей собственной психикой и личностью.